Здравствуйте! На канале Ливанова Дизайн арт-проект Нью Московиты. С вами я, дизайнер и куратор Наталья Ливанова. Как обрести творческую идентичность и куда движется современное искусство? Спросим об этом современного московского художника Виталия Копачева. Здравствуйте, Виталий. Здравствуйте. Вы называете себя художником-оформителем 6-го разряда, но любой, кто посмотрит на ваши работы, поймет, что здесь не обошлось без дыхания гениальности. Зная, какой вы трудоголик и насколько глубоко вы погружены в предмет, я решила спросить вас о будущем современного искусства в целом и московского современного искусства в частности. Потому что люди, которые занимаются изучением этого вопроса на уровне науки, говорят о том, что искусство неизбежно перерастет в цифровую и медиаформу. И именно абстрактное искусство помогает нам в этом сориентироваться, и поэтому оно стало таким популярным. Что вы об этом думаете? Ну, начнем с 6-го разряда. Это такое, как бы был, шутка или термин такой, нами придуман с другом таким Витей Агафоновым, который живет там уже давно в Германии. Но он тоже там делает картины, но параллельно. Не такие гениальные. Нет, параллельно он очень хороший художник, но параллельно он работает по оформлению интерьера, экстерьера там, и так далее. Но мы действительно учились на начальном этапе на художников-оформителей. Было в советское время там несколько специальностей, только художник-оформитель и, так сказать, педагог. Да, там. 6-й разряд – это самый высокий. Да, художественное училище давало именно самый высокий разряд, потому что в институтах не было такой просто специальности, а вот именно художественное училище в советское время, они готовили художников-оформителей самого высокого разряда. Были еще какие-то там профтехучилища, которые тоже готовили каких-то оформителей, но вот именно художественное училище государственное, оно готовило художников самого высшего. И мы как бы и остались на вот этом как бы образовании советском, на которое потом уже накладывали, как сказать, новые какие-то знания, там, самообразование, там, изучение всяческого современного искусства. Уже в 90-е годы мы могли там ездить, смотреть что-то, но в основном в советское время мы пользовались, конечно, альбомами, книгами, библиотеками. Как-то так пытались узнавать через какие-то журналы случайные, кто-то привез какие-то книжки именно вот о современном искусстве, которое существует вообще в мире. Да, там. Но даже наши как бы советские, как говорится, издания, например, там советская живопись, советская графика, они иногда печатали вещи, которые, в общем-то, никто никогда не видел. Но художники могли их видеть, наши. Художники могли видеть, да, но как бы были такие толстые издания, такие квадратные книжки, советская графика, советский театр, советская живопись. И там, например, в каком-то 78 году был напечатан, например, работа Юрия Злотникова, да, там, например, он там преподавал где-то, у детей, и, значит, о нем как о педагоге там в основном, но были его иллюстрации. И нам было как бы интересно, что такие художники, в общем-то, абстракционисты фактически, вдруг раз, и как сказать, промелькнули в таких изданиях, как советская графика, например, да, там, или там советская живопись, вдруг появился какой-то художник 20-х годов, который был там
все время там где-то запрещен. Ну, по-видимому, в то время были довольно серьезные искусствоведы, которые вот как-то копали эту тему. Вот. Видели в этом будущее. Да, что помимо официального искусства вот существует, как бы что пропустили. И вот уже когда я работал в галерее, например, да, там пришел туда в 25 лет работать, галерея 3, она называлась «Арбат» сначала галерея, то мы там показали выставку группы 13. Эта выставка была художник 20-х годов, которая была там, они как бы были графики, но в основном они все занимались еще параллельно живописью, но объединились они там в 20-е годы как группа 13, значит, именно группа графиков. Там был Кузьмин, Милошевский, Маврина, там Сафроновы, Кашина, там, ну и так далее. То есть целая такая группа была художников, Симашкевич там и так далее. Вот, и мы когда показали эту выставку, то просто было это тоже такое для 90-го года, там, это в 89-м мы ее готовили, по-моему, да, в 89-м, 90-м она была. Вот там как-то мы ее продлевали несколько раз, потому что очень много ходил народ, был такой... Ну, надо думать, это было очень необычно и прогрессивно. На да, тот момент. был интерес, как бы вот действительно, вот, что помимо, да, потому что мы знаем, как бы такое официальное искусство, да, вот там, а потом начали выходить какие-то книжки, там, переписка художников между собой, там, да, там, например, Митрохин, там, вышла книжка Митрохина, переписка его. Ну, мы начали узнавать, там, Петр Митурич, да, там, вот такие художники. Ну, тот же Лебедев, да, Владимир, который там мы показали выставки потом художников, которые работали там, скажем, довоенный период, чуть послевоенный период, которые как бы не были известны, там, Каптерев, наверное, художник, да, того же Мельникова, Виктора Константиновича, да, который сын. То есть мы вот делали такие вот выставки, и это как бы тоже вот у меня был, например, для меня это был какой-то образовательный процесс, то есть продолжение какого-то такого. Ну, то есть можно сказать, что наше отечественное современное искусство сложилось, как бы уходит корнями, естественно, в советское официальное и неофициальное искусство, и плюс то, что в 90-е открылось нашим художникам как искусство западное. Да, ну вот, да, ну вот западное западным, но вот это вот наше искусство такое, которое как бы вот не на поверхности было, да, они там в основном занимались какой-то книжной иллюстрацией. Ну, кстати, наши все вот эти вот, и Булатов, и Кабаков, они тоже начинали там с каких-то книжных иллюстраций. Они должны были где-то официально работать. Да, где-то официально работать. Ну, они, кстати, хорошо это умели делать, кстати. Они были образованные люди, тоже художники-оформители. 6-го разряда, ну, да. может быть, там даже и повыше разрядом, да. Качество. Да, но они вот умели это делать, и как бы это делали хорошо. И это, сейчас это смотришь на эти вещи, такая, это на уровне высокого искусства сделано все. Но факт тот, что да, и вот эти вот художники 30-х, там, 20-х годов, даже после военных, там, например, не зря же, например, Пушкинский музей там делал выставку Павлу Басманову, да, как художник, который там рисовал картинки в период, там, когда в Ленинграде была блокада, вот он рисовал на каких-то листочках, и вдруг Пушкин музей делает ему выставку, да, и тот же журнал «Советская графика» печатает его иллюстрации. Мы узнаем, был такой Павел Басманов, да, который тоже там что-то такое рисовал. И вот это вот что-то там такое где-то внутри существующее, да, тот же там интерес появился к Древину вдруг, да, как бы он был ну, чуть ли не просто враг народа, да, там тоже Симашкевич был расстрелян, да, там перед войной еще, вот, и потом его жена там Надежда Мироновна занималась его, так сказать, творчеством, сделал альбом, выставку Третьяковки и так далее. Но на этой выставке 13 он тоже присутствовал, его рисунки были там, хотя его живопись как бы осталось мало, потому что мало того, что его расстреляли, еще и сожгли его работы, да. Вот, но что-то осталось, как-то вот успели семья, друзья сохранить что-то. Она напечатала каталог, потом сделала альбом, там уже выставка была Третьяковская. Да, то есть вот это
искусство, которое было помимо, так сказать, такого как бы сильного нашего искусства, суровый стиль потом, 60-е, там, 50-е годы, да, там, до этого там Дейнека, там, ну, все эти художники, так сказать. Ну, там был Лабос, например, там тоже существовало такое, знаете, и это все вдруг вот так всплыло и приплелось. И мы так посмотрели на это, думаем, ну да, значит, у нас вот тоже такой как бы сплав, да, вот таких какие-то тонкостей, с такой открытым таким профессионализмом, где там все как бы понятно, и вдруг существует какое-то такое вот искусство более тонкое и так далее. И когда это все воспринимаешь в свое время, конечно, скажем, когда тебе там 25-30 там, лет, там, 35, когда это все у тебя сплавляется, то ты понимаешь, что даже когда ты делаешь там какую-то форматную картину или форматную серию работ, ты уже думаешь не то, как ее там закрасить, как американцы там это делают, да, там, или там европейцы там какие, а ты думаешь еще о своем искусстве, искусстве Ну, там. то есть русский художник Да, остается русским да, художником. но если он впитал эту информацию, которая была помимо вот этого внешнего, как бы, такого сильного советского искусства, оно очень сильное советское. Даже если смотришь на сталинские картины, там, сталинского периода, думаешь, блин, как они все это укладывали, это все, знаете, это там безошибочная ритмическая укладка, вот это профессиональная, там какая-нибудь, у нас там где-то на помойке нашли какую-то работу, там 50-х годов, какие-то альпинисты на скале, там, она сейчас в коллекции, там, галерея 3, теперь это там объединение выставочно. Вот. Ну, просто на помойке была картина с дыркой, там она была, ну, кто-то выбросил. Ну, как это все, скалы были нарисованы, как эти такими мазочками стояли эти альпинисты, это фантастически сработанная мастерская вещь. На помойке. Да, ну, оказалось на помойке, ну, и важно. Но факт то, что, ну, кто-то выкинул, там, кто-то продырявил, там, чем-то, не важно. Но факт то, что вот, когда уже вот ты вот сейчас работаешь, вот эти там 90-е, нулевые, да, вот сейчас уже там, да, ой, сколько времени прошло. Вот. И ты, конечно, не можешь быть каким-то вот просто там взять что-то такое вот тебе нравится американское искусство, или там Кифер какой-нибудь, или там Герхард Рихтер тебе нравится, там, ну, черт с тобой, если это нравится тебе, да, ну, конечно, крупнейшие мировые художники. Но ты не можешь быть не русским. Если ты эту информацию понял когда-то, если ты видел, грубо говоря, рисунки Петра Митурича, да, ты не можешь делать вот просто такую мощную, долбежную какую-то живопись, да, технически исполненную это до. У тебя свои тонкости. Потому что наше искусство, оно такое очень странное, оно тонкое, сложно организовано. Иногда даже когда люди пытаются что-то такое сделать, как бы вот, а все равно видно, что это наш художник делал. То есть наше современное искусство, оно все равно базируется на всем нашем вот никуда от этого не деться, прошлом. никуда не деться. Даже вот, я не знаю, у всех чувствуется, грубо говоря, Илья Репин, понимаете? То есть судьба наша, получается, дальше в будущее продолжать нести вот это наше. Да, вот чувствуется и Репин, и Суриков, но в лучших вариантах чувствуется в Рубе, там, его керамика, там, ну как без этого вот это все равно. Это вселяет надежду. Да, вот все равно есть у нас такое какое-то внутреннее ощущение вот этого огромного русского искусства, которое, может быть, в свое время там базировалось тоже на каком-то там итальянском, европейском искусстве и так далее. Тоже Александр Иванов, он все свои эскизы и картину эту большую делал где-то в Италии. И там еще интересные вещи есть. Если смотреть внимательно на того же Александра Иванова, если вот его эскиз, или даже его большая картина «Явление Христа народу», если ты подходишь, смотришь там на эти камни, а потом как-то так вот думаешь, а что это такое, да? Потом смотришь работы Сезанна, и там очень сильно перекличка, или там каких-то импрессионистов. Он же там в этой картине, это чисто импрессионизм уже пошел, да? Если так смотреть отдельно его фрагменты, вот эти камни, да, внешне он как бы сохранил такое как бы классическое отношение к изображению, к перспективе, там,
Но когда ты смотришь детали его, особенно когда видишь эти все зарисовки его, так там, посмотрите, обнаженные Сезанны, и посмотрите, что делал Александр Иванов. Там очень сильная связь, понимаете? А потом, когда ты понимаешь, что это, в принципе, сделано в одно и то же время. Ну, то есть Понимаете? можно сказать, да, что наши художники были открыты влиянию со всего Так, мира. Но почему тогда наше искусство, ну, менее, скажем так, актуально и, ну, не знаю, менее пользуется популярностью, не то, что даже там за границей, а даже у нас. Если наше искусство не то, что не хуже, но в некоторых моментах даже сильнее. ну, в некоторых моментах оно сильнее и тоньше, Да. как я уже говорил. Вот, потому что очень такая сильная школа у нас именно графиков. Дело в том, что действительно вот это вот, как ни странно, вот мы вот эту вот школу как бы Чистякова такой, да, которая была там как бы в академиях наших, она может до сих пор это сохраняется. Да, скорее всего. Некоторые уникумы у нас пытались так ее переработать, что она становилась, ну, как бы вот, ну, вот эта основа умения концентрированно рисовать, вот эти, сохранять какие-то элементы вот этой вот той, как бы, может быть, даже не русской школы, но вот мы ее как-то больше всех сохранили. Потому что на Западе этого уже нету, да, там они как бы уже ну, так себе рисуют болванки, и потом из этого что-то там пытаются, значит, моделировать. А у нас вот это тонкое вот это рисование, обработка формы, оно как бы сохраняется, да, до сих пор. Это И все. оно сохранится? Да, и это, наверное, долго сохранится. Я не знаю, хорошо. Или перейдет вот все-таки, я не хочу, чтобы искусство переходило исключительно в цифровую форму. Я люблю живые работы. Ну вот эта вот работа, я как раз имею в виду, вот эта работа рукой, вот это вот, когда вот в наших академиях до сих пор преподают вот это, Технику. как нарисовать вот этот стык какой-то, да, и вообще все искусство, оно вот этих композиций и стыках, вот как вот эти стыки, как одна форма выходит из другой, как сделать так, чтобы это была не скучная форма, чтобы она накладывалась и уходила. Вот. И вот эта вот композиция развивается, но сохраняются какие-то вот такие основные вещи, когда за формой надо следить, и она должна быть точная. Вот, и вот у меня тогда следующий вопрос. Смотрите, получается, ну не получается, а как бы это описано в научных трудах и в статьях тех, кто занимается искусством, что в переходные периоды, а мы живем в переходный период с вами, и не только мы, вот эти 30 лет последние, это на самом деле переходный период. Во что он перейдет, еще пока непонятно, но то, что это было особое время, это понятно. И вот в переходные периоды особенно важной становится моделирующая функция искусства. В смысле каком? Вот, например, модернизм, он устанавливал мостик между тем настоящим и будущим, которое для нас, в принципе, уже прошлое. Постмодернизм, в котором мы живем, он устанавливает связи между реальностью и воображением. И именно поэтому говорят, что вот абстрактное искусство тренирует наш мозг для жизни в виртуальной реальности. Вот эта точность ваших работ, вот то, что, о чем вы говорили, техника. Сколько в ваших работах вот реального и сколько воображения? Или там уже все так смешалось, и у вас свой собственный мир? Вот этот точный, выверенный, четкий, композиционно, с интересными формами, яркими красками. Ну, я понял, да, но мне кажется, что художники как-то много на себя берут, я бы сказал. Понимаете, они считают, что они вот действительно там какие-то такие способные что-то такое придумать. Ну, на это работало очень мыслить. много людей, чтобы Да, создать из ну если мы художников. берем религиозное, скажем, искусство, которое там, я не знаю, держалось вплоть до 20 века, да, ну а что они там придумали? Ну, прочитали там книжку, вот, как говорится, написанную там божественными силами, и пытались это иллюстрировать как-то, ну, перерабатывали как-то, что-то они там
выдумывали, да, включали туда элементы какого-то интерьера, экстерьера, каких-то там животных туда, ну, сохраняли, в общем-то, ну, верность, Да, ну вот вспомните верность заданной темы. Да, как бы, Кандинского, да. когда вот его вот эта вся абстракция, он ведь как бы воссоздавал некий идеальный мир, к которому мы должны прийти, и искусство нас как бы к нему ведет. Понятно, что мы Ну, никуда не Кандинский, он пришли. был просто как бы человеком, я бы сказал, так образованным в общем плане. Да, но он Он был мог как очень бы теоретиком, воспринять глубоким, да. философию, религию, как бы переработать Да, да, это. да. Он же такой был, как бы человек внешне даже не похожий на художника, да, он как бы там. Но он больше был, да, ученый, теоретик, Ну, мыслитель, да, философ. ну, как бы теоретик теоретиком, Но но он создавал такие работы, да. сумел сделать сколько-то хороших работ, я думаю, не одну сотню. Я бы не сказал, что он прям там что-то такое прямо тут такое-то. Сейчас вот с расстояния вот этих как бы. Ну, понятно, для того времени это Да, было ну для того времени это было, да, ну новаторство. надо понять, что уже были там, то, что он придумал абстрактное искусство, это тоже какая-то выдумка. Ну, были уже итальянцы, Северини Баччони. Ну, И это как да. бы Но, все тем не менее, это. его называют отцом Ну, абстрактного отцом, да, искусства. называют. Видимо, потому что он это все систематизировал и писал в своих Ну, работах, легко да. называть, да, уже его абстрактным художником, хотя, в принципе, Но вот он строил некий идеальный мир, а вы в своих работах строите тоже какой-то воображаемый мир? Или все-таки там очень много я того, же говорю, что художники на происходит? себя взяли как бы непосильную функцию, мир какой-то создавать и так далее. Я думаю, все-таки задача художника, как Кандинский, кстати, говорил, это сделать красивую картину. Вот, неважно, она. Абстрактное или Нет, нет? я даже не про абстракцию говорю. Абстракция это тоже такое слово в прошлом веке придумано, и как бы, ну и придумали что-то там. Вот. Но дело не в этом. Дело в том, что неважно, какая она как бы трагедию какую-то создает, или какую-то радость, или тут не важно. Но главное, чтобы это была красивая картина, как-то воздействовала. Как говорил Фальк, там, что надо создать пластическое событие какое-то, да, Ну все-таки в вот да. картине. Но оно же на чем-то основано, на реальных ли событиях, либо на Ну воображаемых. вот я говорю, что художники так как-то решили, что они там что-то могут, какой-то сюжет, а вот сколько сюжетов смотришь, а они не работают, эти сюжеты, понимаете? Вот, Ну, работает все равно какая-то краска, как это все. энергетика, да? Да, вот не важно, что там нарисовано даже. Вот они рисуют какое-то чудовище, да, оно смотрится как комикс какой-то, как иллюстрация какая-то, и не работает. Они хотели что-то такое сказать, вот как бы напугать кого-то, да, ошарашить, а оно смотрится как какая-то картинка смешная, и в общем, даже как-то, ну, как бы, а что ты хотел-то? А, напугать хотел? Господи, мы так испугались. Да, поэтому также иногда какая-то вещь абстрактная, геометрическая почти, она может наоборот как-то вроде внешне смотреться каким-то смешным, каким-то комиксом, и когда ты на нее смотришь, вдруг она как бы начинает какое-то неудобство создавать даже человеку, и какое-то дисгармония появляется. То есть как работает картина, картина такая вещь, она как-то не очень связана с художником. Она вот как будто ее рисует, потом она начинает сама выстраиваться. И художник как бы пристраивается к тому, как начинает картина. То есть она его ведет уже за собой. Да, как бы вот такой этап, на каком-то этапе картина начинает сама себя строить. И ты потом начинаешь подстраиваться, что-то добавлять, что-то убирать. И она как бы такая прям вещь. Да, это всегда такой диалог. Художник и картина, и непонятно. Ну, Пикассо, когда это заметил, он говорил, что рука опережает сознание, она должна как бы опережать сознание. Но многие художники это замечали, что вот они начинают одно делать, а она не хочет. Она хочет чего-то такого от художника, да, что вот нет, ты вот это вот сделай. Нет, ты какой-то такой тут синий цвет придумал, а мне вообще вот в общем, как-то это все это, Ну, то есть пожалуйста, это убери. реальный, действительно реальный мир, в котором живет Да, художник, картина это зритель. живая вещь какая-то. Многие сейчас недооценивают, да, вот это вот
краска. Во-первых, что такое? Человек это тоже какая-то химия, какая-то физика, краска это тоже, тоже вода, тоже там или масло, или вода, или это тоже какая-то смесь краски. Да. Мы многих вещей этих, которые вот сейчас современное искусство, оно может быть больше это стало исследовать, да, там какой-то сидит американец под фамилией Руби, он там пытается краску как-то растереть, и вдруг он ее растирает, она прям взрывается. Да и он даже сам иногда пугается, там раз, и останавливает, он делает из нее какой-то такой ритм, и останавливается. Да, он думает, да, что-то я такое сделал новое. И вдруг там Ларри Гагасян приходит к нему и говорит, да, что-то такого не было еще. Так еще красное не было размаха. И она как-то у тебя вот так, а тут ты еще перечеркиваешь какой-то там коллажом, а давай это сделаем высоко, давай это... И вот появляется вот такое какое-то новое, вроде был какой-то такой Марк Ротко, такой весь там у себя плавающий в фантазиях, в мыслях, такие какие-то... И вдруг появляется такой какой-то Руби, да, вот уже современно, ну, художник уже нашего поколения, и это очень отличается от того, что делал Марк Ротко. Вот это не могло было сделать тогда. Понимаете? То есть вот это есть такое развитие. Но вот в этом стирании грани между реальным и виртуальным кроется некая опасность, в частности, профанация искусства. О чем я? Например, посетить Третьяковскую галерею для того, чтобы ее посетить, сейчас не обязательно туда идти, можно посмотреть онлайн. То есть как бы искусство выведено за сферу сакрального. Ну, вот то, что вы говорили, там художники много на себя взяли, да, а сейчас как бы, ну, и в то же время получается, что шедевры и рисунки какой-нибудь соседки мы можем видеть в одном пространстве и одновременно, да, то есть получается мы в одну плоскость помещаем и искусство, и то, что искусством как таковым не является. У Бодрияра есть такое выражение «рассеянная идентичность». Что это значит? Что когда нет реальной идентичности личности, да, то она как бы размывается в окружении, да, во всем окружающем, и мы не можем понять, что это на самом деле. Ну, то, что вот я говорю, да, если мы в виртуальном пространстве мы видим все вместе, и шедевры, и не шедевры, то тут уже как бы я уж растерялась, тут уж я уж не могу, получается. Вот в ваших работах ясно, понятно, что вы личность не рассеянная. Ваша личность творческая, человеческая, она ясно читается в вашем визуальном языке. Откройте секрет, как художнику обрести эту творческую идентичность. Как не стать просто подражателем, а именно стать вот самим собой, стать художником, узнаваемым. Ну, там я услышал про музеи, да, там вот. Ну, я так скажу, вот я когда-то, там, скажем, молодость, там, студенческое время, ну, была возможность просто там после занятий ты идешь там в библиотеку или в музей, и мне иногда так смотрители отгоняли от работ, предположим, Сезанна там или... Слишком близко. Да, Ван Гога, да, мне как раз было интересно, вот как это сделано внутри, да, как это все технически, вот я понимал, что там Сезанн, например, работал там тоненькой колонковой кистью какой-то, я не знаю, там. Я вот использую там Пони номер 2, там, да, вот делаю там 3-метровые картины, предположим. Ну, вот, ну это круто, Пони номер 2. Не, ну я просто... Картины. Да, ну как бы, да, вот достаточно там каких-то кисточек небольших, чтобы сделать там, не обязательно там... Хотя, например, маленькую картину иногда можно делать там флейцами, потом что-то усложнять. Но вот это вот интерес, как они делали это все, вот эти художники, вот это и есть как бы учебный процесс. Потому что невозможно научить человека какой-то технике, там, ну да, может преподаватель что-то показать тебе, там какие-то маски, ну зачем? Если есть мировое искусство, есть музеи, есть, ты можешь все это внимательно посмотреть, там, подойти к Рембрандту и посмотреть, как это, что там делают. И когда ты видишь вот это внутри, ты понимаешь, что там помимо вот этого какого-то профессионализма, то есть какая-то наивность, какие-то сбои, какое-то как бы даже, какое-то даже неумение, да, что-то такое вроде, а вот это что, а почему тут пустое оставил, да? И ты думаешь
а почему, да, там, и там у Матисса какая-то непрокрашенная, и вдруг смотришь, вот он какой-то плоский закрасишь, и такое впечатление, что он не хочет это закрасить ровно, он хочет это сбить, он хочет это показать, что это живое. Если он это так сделает, то это, да, будет какая-то оформиловка уже такая, а он это сбивает. Здесь он не докрашивает, здесь он линию делает. И вот на этих тонкостях строится вот эта вот живая как бы конструкция. И очень много надо понимать вот в этом вот самом техническом исполнении, как сделать вещь, чтобы она не была тобой же убита. Вроде вот она начиналась хорошо, да, ты вроде уже вот как бы, да, вот она вот сейчас работа хорошая, и потом ты начинаешь убивать, потому что убить работу можно очень быстро. Ты ее там начинаешь как-то, она вроде такая вся живая еще, и потом ты начинаешь что-то, как бы заканчивая ее, убивать. И вот надо все время понимать, где остановиться, а где надо все-таки не останавливаться, а вот довести ее до состояния, когда она... И даже бывает такое, что как бы вот работа перезакончена, да, а нет, да, она только началась. Потому что вот и вдруг ты начинаешь сверху накладывать какие-то следующие там слои или какие-то делать движения, какие-то штриховки, линии, и вдруг работа начинает... И тот слой, который, казалось бы, был закончен или там убит, и он вдруг начинает тоже проявляться и соединяться с тем, что ты... То есть непонятно, где работу закончить, где ее... Автор же чувствует сам, когда это ну вот это как раз бесконечная вот эта работа на, так сказать, опережение даже, может быть, сознания, да, когда ты работаешь серийно, и когда ты делаешь много, и когда ты не делаешь одинаковых работ, когда ты делаешь серию, потом переключаешься на какие-то другие, как бы не присущие тебе формы, но все равно это видно, что это ты сделал, потому что все равно элементы вот эти вот остаются, проникают, они приходят откуда-то из подсознания, из тех вещей, которые ты делал там раньше, там 10 лет назад, иногда вещи, которые ты вспоминаешь, которые были, и вдруг они нужны для этого периода, именно для этой работы. И весь этот процесс, на самом деле, он и есть такая как бы ты живешь в каком-то как бы кино, что ли, да, каком-то в своем фильме, да. Ты делаешь как бы вот из вот этих вот потока своих работ, из каких-то серий, из каких-то незначительных как бы серий, незначительных работ, каких-то маленьких картинок, миниатюр, которые как эскизы. И вдруг это все превращается потом в какие-то картины, которые можно выстроить, можно снять их ряд как фильм. Я не знаю, почему этим не занимаются, но на самом деле вот из каких-то картин можно делать какие-то вещи. Они, может быть, как мультфильмы быть. Я не знаю, как это все можно делать. Секрет один для всего, чтобы стать большим узнаваемым художником, нужно, в принципе, быть узнаваемым большим человеком и большим трудягой. Постоянно совершенствоваться, изучать и находить в самом себе то, что именно о тебе, да, то, что твои работы будут говорить именно о тебе, и ты станешь узнаваемым как автор. Надо постоянно как бы вот что-то делать, но не важно, если ты даже не рисуешь, ты все равно должен как бы вот и смотреть на себя, соизмерять с тем, что сейчас делается в мире, конечно, при этом лучше, когда это идет параллельно, когда ты работаешь и смотришь на отдых, но... Насколько я знаю, вы отдыхать вообще не умеете. Мы иногда там болеем, там иногда плохо себя чувствуем. Там, это так вам дают возможность отдохнуть. Да, надо иногда прерываться, но ненадолго. Прерываясь, ты должен все равно вот это думать, как дальше, чего. То есть, как из серии это будет выстраиваться дальше. Да? То есть,
можно возвращаться куда-то на новом уровне, делать какие-то... Если ты заблудился в какой-то серии, и тебе кажется, что что-то тут не то, да не бойся все это закрасить, чертовой матери, да, там как бы переделать и наложить какие-то слои, что-то там, повторить даже то, что ты можешь, но сохранив какую-то там деталь этого нового, или, ну, не бойся экспериментировать, что-то накладывать, что-то уничтожать, что-то закрашивать. Даже красивые иногда вещи надо закрашивать ради каких-то Мне кажется, это очень сложно. вещей, которые вот ты сейчас хочешь достичь, да, вот в этой работе. А тут у тебя вдруг красивый какой-то, а вот надо его закрасить. Иногда получается так, что вроде работа тебе не нравится, ты ее закрасил, успел сфотографировать, чтобы просто посмотреть, что это такое с расстояния, потому что фотоаппарат, а потом смотришь, а зачем что закрасить, такая хорошая работа была. Ну и черт с ней, это не надо вот, просто не надо останавливаться, не надо ничего бояться. Да, и это, конечно, требует такого усилия, в общем-то, и физического, и технического, и, ну, И вот, морального. да, ну, потому что, например, когда ты, например, делаешь большую работу, ты сначала там делаешь ее на полу, вот я, например, так ползаю там, да, это все надо провести миллион этих линий, потом поднять работу, посмотреть, как это все на стене, потом это все что-то доделать, опять спустить, что-то доделать, опять перекрасить. И этот процесс, да, он такой очень странный процесс, да. Ну, я думаю, что когда люди снимают кино, это похоже очень. Когда они там что-то там... Просто нам повезло, что мы не задействуем каких-то людей, но я вот не завидую режиссерам, которые должны вот задействовать огромное количество людей, чтобы сделать, в принципе, тоже картинку. Понятно, вам достаточно самого Да. себя и красок. Ну И да, холста. ну да, вот это вот как бы люди такие отдельные, да, вот они тут. На сегодня все. До встречи на канале и помните, что искусство нам дано, чтобы не умереть от истины.